Эстонская столица Таллин – это не только старый город, это еще и некие отголоски СССР, Советского Союза. Посмотрите, на какой бункер я нашел на окраине Таллина. И сейчас я туда заберусь. У меня есть фонарик, и он мне поможет посмотреть, что там. Я надеюсь, что вам тоже интересно. Надеюсь, я здесь не расшибусь. Ну а начинаем мы в Таллине. Я только что сюда приплыл, и сейчас я вот зайду в автобусный терминал Виру, где автобус номер 18 привезет меня к моей цели, к району Лагри. Там, куда я сейчас еду, в советские времена находилось сразу несколько секретных военных объектов и бункеров, которые были частью закрытой военной территории. Вот я добрался до поселка Ларги. Вот места уже совершенно не похожие на... Не туда пошел. Интересно, что прямо под этими домами находится целый лабиринт подземелий, всевозможных военных объектов. И, пожалуй, не каждый решится пойти туда и посмотреть. Чем дальше иду, тем места становятся все более и более мрачные. Какой-то склад. И также тут табличка, что нельзя шуметь. Где-то здесь рядом должен быть расположен подземный бункер. Так, вот он. Сейчас мы туда спустимся. Он что, закрыт, что ли? Дверь оказалась закрыта, но видно, что там что-то интересное. Жалко, что туда нельзя попасть. Досадный сюрприз меня ждал в первой точке, куда я пришел, объект, но оказался он закрыт. Стоит вывеска, что ведется видеонаблюдение, какие-то телефоны, координаты, но попасть туда вот так вот легко и просто не получится. Надеюсь, что следующий объект, который тут рядышком, их тут, к счастью, много, хотя бы что-то из этого открыто. Какие-то бетонные заграждения массивные, и видно, что здесь находился въезд на этот секретный стратегический объект. По-моему, это бывший КПП, контрольно-пропускной пункт. Сегодня здесь царит полнейшая тишина. Пустые комнаты, стены. Да, видно, что когда-то это место было важной частью охраняемой военной зоны. Интересно, что кроме меня здесь никого нет. Ни туристов, ни прохожих. Только лес, тишина и остатки советской военной базы. Я иду дальше, и кажется, что весь цивилизованный мир остался где-то позади. А вот еще остатки какой-то бывшей военной постройки. Очевидно, что здесь находился один из наземных объектов военного комплекса. Остались только фундамент и вот некоторые обломки стен, исписанных. Сквозь бетон растут деревья. Среди руин лежат вещи, и непонятно даже, как они сюда попали. После ухода советской армии территория этого командного пункта долгие годы оставалась заброшенной. И вот уже показался очередной бункер. И надеюсь, что вход внутрь окажется открытым. Вот я добрался до первого объекта. Такое укрепление, сооружение, бункер. Часть морской крепости Петра I в свое время. Ну, не при Петре Первом, она просто его именем названа. У меня сейчас... Вот я сейчас включил вторую камеру. И вот мы видим, камера основная снимает вот эти кадры. Вот смотрите, какой мы видим замурованный вход. Но вот этот вход, по-моему, открыт. И сейчас мы туда пойдем. Так, сейчас я включу фонарик. Так, еще вот дополнительный фонарик у меня есть. Ну что же, идем. Мухи летают. Так, что мы здесь видим? Сразу прошу прощения за то, что у меня не самый лучший фонарик. И, может быть, вам не так видно хорошо. Впрочем, что-то вам видно. Так.
Здесь у нас какая-то покрышка. И впереди что-то непонятное. Так, ой-ой-ой. Идем, значит, знакомимся с этим местом. Так. Тут главное нигде не провалиться. Вот я вижу какие-то ходы. Так, ну здесь, собственно, тупиковая зона. Когда-то там можно было пройти, но сейчас мы туда не пойдем, потому что здесь довольно трудно пройти. Пахнет какой-то сыростью. Кирпичи, все завалено. Так. Ой. Вот здесь примерно то же самое, но здесь как бы, по-моему, еще чуть-чуть можно пройти. Посмотрим. Тут какие-то баллончики валяются. Знаете, что было бы весело здесь кого-то встретить из людей. Пока ничего такого сверхособенного я не вижу. Вижу, что арочные стены. И вот вижу, что мокрые потолки. И на них даже вот, как видите, сталактиты выросли. Ой, на голову копыт. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Уходим отсюда, пока меня тут не затопило ржавчиной. Ужас какой-то. Так, ну здесь достаточно светло. Мы уже это видели. Тоже видим, там сталактиты растут. Вот такие вот отверстия. Какие-то амбразуры непонятного происхождения. Представьте, сюда заходили солдаты, люди. Возможно, вот чьи-то башмаки остались тут от этого всего. Вот, ну, конечно, уже за десятилетие независимости Эстонии здесь многое разворотили. Сейчас я планирую обойти данную постройку. Да, обойти ее. И я надеюсь, что с той стороны вот этого вот сооружения я встречу что-то интересное. Насколько мне известно, всевозможные диггеры и сталкеры и дети, ребятня любят сюда приходить. Потому что это место манит, особенно мальчиков, взрослых и не очень. Сейчас никого нету, тем интереснее. Вот здесь уже видно формы этого укрепления, закругленные. Ну, собственно, мы были сейчас внутри, и мы видели, как это выглядит изнутри. Вопрос один. Есть туда еще какой-то вход? Показываю это вот сооружение, как оно выглядит. Да, ничего нету. Видимо, там и был основной вход, где мы были. Ну что ж, пойдем искать другие объекты. Наверняка они здесь есть. Известно, что все эти бункеры, все эти военные сооружения, стратегические, советские, это были часть комплекса ПВО. КП ПВО, контрольный пункт противовоздушной обороны. И с этих вот помещений, так скажем, велась слежка, да, за тем, чтобы, в общем-то, город Таллин служил таким укреплением для Советского Союза, в частности для Санкт-Петербурга, и чтобы вражеские ракеты, самолеты и так далее не летели на территорию СССР. Здесь как раз находились укрепления, которые могли в случае чего предотвратить данное нападение. Ну а мы движемся дальше. А вот и очередное сооружение бункерного типа. Вот кто-то написал надпись на великом и могучем русском языке о том, что там находится. Вот сюда ведут довольно-таки, как видите, скользкие ступеньки.
Постараемся аккуратно сюда зайти. Главное не навернуться и не навернуть себе шею. Так. Пахнет копотью. Вот. Непонятно, что это такое. Так. Видим какие-то склянки, банки, отверстия. Не всегда понятные. Печь какая-то. Если вам не страшно, вот такие места, пойдемте, значит, туда исследовать. Кто-то шнур протянул, видимо, чтобы не заблудиться. Ага, ну здесь, по-моему, тут пахнет какой-то непонятной копотью. Тупиковое сооружение относительно. Да. Да, надписи всевозможные видим. Тоже такое творчество современное. Хорошо. Перейдем, посмотрим, что здесь у нас. Ну, здесь тоже достаточно сквозное сооружение. Я через эту перекладину не буду, конечно, перебираться. Там вот видно, что еще есть вход. Но вот здесь какая-то таинственная дверка. Да, вот она. И чтобы в нее попасть, в эту дверку, надо или перелезть здесь. Ну, как я уже сказал, я не... Вот я не заметил, надо же. Кажется всегда, что все самое лучшее где-то там. А оно вот здесь. Ну это похожее сооружение с тем, что мы видели. Так. Похожее. Ничего особенного пока. Но вон там вдаль ведет вот та самая дверь, в которую я считал, попаду не скоро. Там окно решетчатое. А что же у нас там? Там вот еще помещение. Зловещая тишина. Да господи. Моя цель сейчас продвинуться вон туда дальше. Вот тут какие-то предметы. Какие-то банки консервные. Кто-то здесь обедал или ужинал, непонятно. Так. Ой-ой-ой. Там виден дневной свет. Ну, собственно, по-моему, там еще и конец. Конец сооружения. Да. Ну, если честно, здесь не очень страшно. Здесь один минус. Здесь крайне неудобно ходить. Вот. Очень неудобно ходить, но не очень страшно. Да. Все, я жду какие-то сюрпризы, что-то интересное. Опа. А там какой-то... Я думал, это конец. Написано ад по-английски. Hell. Собственно, там тупик. Туда я не полезу. Там тупиковая зона, 100% тупиковая зона. Хотя там вот маленькое отверстие какое-то. Стрелочка на него указывает. Видите? Что это такое? Непонятно, но мы не будем исследовать. Это, на мой взгляд, неблагоразумно. Да. Поспешу пока выйти отсель. Так. Ну, здесь ничего особенного. Ничего особенного. Ага, это не выход. Это не выход. Ну, впрочем, выйти здесь можно, если срочно надо выйти. Но такой необходимости у меня нету. Поэтому пойдем искать более цивильный выход. Так что же все-таки это за отверстие? Очень интересно. Там какое-то тоже помещение есть. Но я сюда на то не пролезу. Я не удав пока еще. Так, сейчас мы выходим. Ой, мама. Выходим отсюда. Есть выход. Ага, там еще... ну это те самые помещения, которые мы видели в начале. Выходим отсюда. Здравствуйте. Нет, отсюда мы тоже не выйдем. По-моему, мы выйдем только там, где зашли, или вот здесь.
Так. Да, есть. Есть выход. Вот эти отверстия, что мы видели изнутри. Проходы. Давайте еще посмотрим на это место. Вот. Вверху, если видите, какое-то кольцо. Такое чувство, что это часы, как на вокзале висели здесь. Но сомневаюсь я, что это часы были. А вот, кстати, известняковая порода. Интересно, как здесь была обстановочка, когда все работало. Информации об этих местах крайне мало, а та, что есть, довольно-таки противоречиво. Интересно, что чувствовали солдаты, военные или кто там был в то время, кто здесь находился, когда здесь были. Там какая-то дорожка, ведущая куда-то. И вообще дорожек, ведущих куда-то, достаточно много. По какой идти, непонятно. Но пройду-ка я вон туда. Собственно, ничего особенного. Только вот это здание, где мы сейчас были, с обратной стороны. Знаете, поразительно, что вот такое красивое место, природное, посмотрите, ну красота, правда? Что когда-то это все была военная территория, прошли годы, даже десятилетия, и когда-то здесь были всевозможные укрепления, всевозможные склады военные, всякие КПП и прочие контрольные пункты. Но сейчас видим такая красивая поляна здесь, вот, лесная зона, где только что ходил. Кстати, остался, видите, забор с колючей проволокой когда-то. Была закрытая территория, засекреченная наверняка. И где-то здесь рядом есть еще одно укрепление. Ну что же, вот он, вход. Но видно, что кто-то решил его замуровать в свое время. Интересно. Но вы знаете, кажется, туда как-то можно попасть, если, ну, очень сильно захотеть. Так, вопрос, надо ли или нет. Раз заварили, значит, там точно что-то интересное или опасное. Два варианта. Это я сейчас иду и смотрю, может быть, есть какой-то еще доп. Вход. Но, по-моему, вход туда один, и мы его только что видели. Да, довольно-таки длинная конструкция. Довольно-таки длинная. Да, она, кстати, похожа на те, что мы видели, но это как-то более массивная. И у нее плоская крыша, не так, как там. Что же, посмотрим, что там у нас. Смотрите, есть какие-то железяки. Надеюсь, я здесь не расшибусь. Знаете, по-моему, особо нет смысла туда лезть, потому что там тупик, там завалено все камнями. Вот удивительно, что прямо рядом с этими домами находится еще один бункер, еще одно КП, в которое я направляюсь. Вот и оно. Не написано, что это бункер какой-то там или военное сооружение или что-то стратегическое. Написано, что это место обитания летучих мышей. Хорошо, что по-русски написали. С 1 сентября по 30 апреля, то есть, можно сказать, весь холодный период, кроме лета и мая, пребывание людей в блиндажах и подземных проходах запрещено. При обнаружении просим известить инспекцию окружающей среды по такому-то телефону. Очень хорошо. Но на дворе июнь месяц, который не входит в эти временные рамки. Так что, летучие мыши, держитесь. Место обитания летучих мышей оказалось закрытым. Очень хорошо. То есть не только зимой, но и летом, по-моему, туда попасть не получится. Но мы посмотрим, что там есть внутри. Пахнет пометом летучих мышей.
Наверное. О, а сюда можно зайти. Но здесь тупик. Извините. Я сплюнул вонь. Это, видимо, отверстие для летучих мышей. Так. Это такой элитный отель для Бэтмена. Вот дверь на замке. Хорошо. Ну, мы отсюда посмотрим. Это не колокол, это моя камера стукнулась о решетки. А ведь кто-то когда-то сюда заходил. Откройте! Жалко, жалко. Чувствуя, что это самое интересное здесь. Но было бы странно, да, закрывать все эти проходы и оставить один открытым. Боюсь, что они все закрыты инспекторами. Ну что же, вот я обошел все доступные на сегодняшний день укрепления района Лагри. Если бы я сюда пришел лет 10, а лучше даже 20 лет назад, то здесь, конечно, бы все еще было открыто, все еще не было так исписано и сгажено, и можно было увидеть и поснимать, и показать вам более интересные и страшные места. Места, в которых, возможно, я даже бы не выжил. Не выжил и куда-нибудь провалился обязательно. Поэтому сейчас, конечно, многие самые такие опасные зоны, они закрыты, а те, что открыты, они не такие страшные, но все же интересные. И даже в них есть что-то, есть какая-то такая интересная атмосфера. Если вам понравилось это видео, то не пропустите мое следующее видео о других бункерах и советских таких объектах заброшенных, которые находятся в окрестностях Таллина. Спасибо за просмотр.